Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 18 апреля 2016 года. И, понятно, самый популярный вопрос связан с прямой линией с президентом России, которая состоялась на прошлой неделе. И, в частности, Рамиль пишет: уважаемый Валерий Викторович, прямая линия Путина с народом – это первое. Он показывает, что проблемы народа его волнуют. Второе. Снятие обратных связей, управление непосредственно от народа, а не отчеты чиновников. Третье. Успокоить народ, чтобы не было волнения. И четвертое. Показать всю бюрократию и неспособность либерального аппарата решать проблемы населения. И, кстати, что бы вы добавили к этому списку? Ну, прежде всего, я бы поменял бы местами, точнее переформулировал бы. Значит, вообще прямая линия – это не для того, чтобы показать, а само происхождение этой прямой линии, оно проистекает именно о заботе о народе. То есть, если нет этой заботы, то никакого интереса снимать обратные связи с объекта управления, помимо существующих структурных систем, нет. Вот много таких вот лидеров в мире, которые проводят такие линии, как проводит Путин. Ни одного. Ни одного. На Западе они все время утверждают о том, что здесь они просто уверены, потому что они знают про своих лидеров, что вопросы заранее присылаются, обговариваются, ответы готовятся группой специалистов, а он потом изображает из себя умного и сейчас вот по телесуфлеру, раньше надо было хотя бы заучивать, а сейчас по телесуфлеру знакомый текст читает с определенными паузами, и все, а там уже режиссеры отработают. Так вот, они уверены, что здесь артисты каких-нибудь периферийных театров с заученными текстами и все прочее, но они того не берут в расчет, какие вопросы звучат и о чем идет речь, а также вопрос реагирования управленческой системы. Так вот, Путин, осуществляя свою деятельность на благо России, на восстановление ее суверенитета, ее мощи, он опирается на поддержку народа. А вот элита Путину не помогает вообще, от слова, как говорят сейчас, совсем. И вот Путину нужно показать народу, и эта линия решает. Вот он снимает реальные обратные связи, отрицательные обратные связи в управлении, но он и показывает народу. Смотрите, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если вы будете думать, что чиновничество будет заботиться о вас, то вы глубоко заблуждаетесь. Нужно пробивать чиновничество для того, чтобы оно хоть что-то делало для государства. Вот что выявила вот эта линия, прямая линия? А она выявила вообще-то очень страшную вещь. Вот смотрите, вдруг, как по команде, во всей стране вместе со снегом сошел асфальт. По всей стране совершенно немотивированно перестали платить зарплаты, а в некоторых местах людей вообще перевели на положение рабов. Ну, вроде бы у нас немного двигалось к правовому государству, и вроде бы у нас чиновники-то боялись, и олигархи боялись нарушать правила договоренные. А что произошло-то в этом году? Почему все это произошло? Да потому что эта прямая линия выявила полномасштабную подготовку к заговору по совершению государственного переворота. Не надо здесь заблуждаться. Все, что происходило, все действия чиновников, все действия предпринимателей по ухудшению положения в стране, они были продиктованы только одним. Максимально напрячь страну, чтобы поддержали государственный переворот. А попутно они еще воровали деньги. Почему? А Путина не будет, и спросить будет некому. Будут благословенные 90-е годы. Здесь будут американские какие-нибудь инструкторы, кураторы, которым вообще наплевать, как будет жить это быдло, а я сейчас денег наворую. Поэтому дали деньги на дороги, украли. Дали деньги на другие направления, украли. Делали все по минимуму. Поэтому не надо здесь заблуждаться. Они все надеялись, что государственный переворот будет. Они все верили в это. Они все рассчитывали, что Путина к апрелю месяца не будет уже.
И вдруг выясняется, а Путин есть. Ведь, понимаете, вот когда делает заявление министр туризма Турции о том, что в этом году, в 2016, мы рассчитываем, что у нас снова будут миллионы русских отдыхающих, которые снова, у нас снова туристическая отрасль заработает, он на чем-то базировался. Да и он сам сказал, в России изменится политическая обстановка. То есть в Турции знают, что в России готовится государственный переворот. И все чиновники поставили против Путина. И вдруг на глазах все рушится. Их хозяин, которому они хотели так яростно служить, Соединенные Штаты, летят в трубу. Путин, оказывается, не потерял бразды управления. Более того, он изъял у чиновников мощнейший инструмент проведения государственного переворота. Территориальные подразделения полиции, отряды специального назначения. И теперь это все государственный институт. А те, кто командовал и кто участвовал в этом сценарии совершения государственного переворота, сейчас оказались в очень плохом положении. Они, во-первых, не могут себя проявить, что они хотели бы участвовать в этом. А во-вторых, того, что они уже участвовали, настолько достаточно, что как минимум увольнение. Они все это прекрасно понимают. Сейчас они не могут дернуться. Система другая. И что произошло после прямой линии? Сколько всяких ток-шоу открылось. Даже на Матч ТВ была в шоу. Что? О чем заголосили все? Вся элита. Мы не участники этого заговора. Это вот там все виноваты. А я там патриот, я за президента, там все. Крысы бегут с корабля. Вот в чем проблема? Я уже говорил, вот Соединенным Штатам у них всегда одна проблема. Когда они хотят установить свою гегемонию, они вынуждены работать с отбросами. Поэтому, когда элита, мы должны понимать, в каком плане. Элита – это то, что отобрано. Понимаете? Но ведь и отбирают и негодное же, то есть бракованное. Так вот, в нашем положении, да и вообще во всем мире сейчас, элита – это то, что вообще негодное. То есть они негодными средствами пользуются. О чем Путин, в принципе, немного намекнул. Что негодными средствами они используют и пытаются совершить государственный переворот. Вот о чем показала эта линия. И линия, она всегда направлена на одно. Получить достоверную информацию о состоянии управляемого объекта. То, что скрывают все чиновники. Я уже говорил неоднократно, вот этой бы элите было бы для самоспасения выгодно открыть социальные и кадровые лифты. Но здесь элита отстреливается, они вопят, везде выступают, бьют себя пяткой в грудь и орут. У нас социальные лифты работают, у нас кадровые лифты работают, не надо. Кого пропустили? У нас феодальная система назначения на должности. Чего врать-то? Люди же это видят. Но если какой-то чиновник государственный вот так выходит на телеканал и врет на весь мир, это означает, что он исчерпал свое понимание окружающей среды. Все. Он дальше пусть не обижается, что ему прилетит плюшка от его хозяина. Так что здесь нужно сказать, что сама прямая линия, она продиктована заботой о народе. А дальше это получить прямую, полностью достоверную информацию об управляемом объекте, показать народу, который поддерживает деятельность Путина в возрождении России, что элита, она никуда не годная, и она работает исключительно на интересы чужого дяди, потому что этот чужой дядя позволит превратить собственный народ в рабов, что и произошло на Сахалине, например, вот выяснилось во время прямой линии. Вот. Так что было бы по-другому, не было бы никакой прямой линии. У нас в стране, он даже Медведев и тот пытается что-то изобразить. Заранее подготовленные вопросы, 5 корреспондентов, которые вокруг там, и тоже ответы по заранее подготовленным ответам. На прошлой неделе в интернете появилось видео от Шария,
И здесь пользователи просят вас прокомментировать его заявление о том, что он уходит с Донбасса. Вот на Шария много там наезжают, его критикуют, и бывает по делу, бывает не по делу, это не вопрос. Но то, что Шарий уходит с Донбасса, это очень серьезный сигнал, и который не поняли никто. Я уже еще раз говорил, что начиная со встречи Суркова-Нуланд было принято решение о маргинализации Донецкой и Луганской республик, чтобы они не смогли воспринять общеукраинскую государственность, стать правопреемниками. Для этого нужно было какой-то срок подержаться Яценюку. Они, в принципе, в сроки в свои уложились и поменяли Яценюка как бы уже в обозначенные сроки, они нарушили все законодательство. Но ведь главное это в чем? Я уже говорил, что Шарий, он, в общем-то, представлял интересы единой европейской Украины. Украины, отвечающей интересам Европы. Соответственно этому, пока Европе было интересно использовать информацию с Донбасса против Соединенных Штатов, размывать представление о том, что там какие-то маргиналы восстали, и они там пытаются что-то, Великую Украину разрушить, Европа держала Шария на Донбассе и позволяла ему работать. Теперь же изменился вектор целей. Европе нужно удержать в руках у себя верховную власть в Киеве. А Киев сделал все возможное, чтобы маргинализироваться в глазах мировой общественности. И там нужно спасать. А если на этом фоне будут еще представлена достоверная информация о Луганской и Донецкой республике, о том, какие процессы идут по государственному строительству, плохо или хорошо, но они все-таки идут, вот, то это будет вредить интересам захождения Европы на Украину. Это та же самая колония будет, те же паны, только управлять будут в интересах Европы, а не в интересах Соединенных Штатов. И вот здесь обратите внимание, какой повод на него обрушились и стали оскорблять. Нет, чтобы вести нормальный диалог и не дать, удержать его, чтобы он работал на Донбассе. Ну да, что лично вам дала государственность там Луганской, Донецкой республики за то время, что они существуют? Провокационный вопрос. Да, если только в одном плане не понимать, что даже в руководстве Донецкой, той же или Луганской республики есть люди, которые все делают для того, чтобы маргинализировать процесс. Вот люди не поняли, простые люди не поняли, что же им действительно дает-то вот эта Луганская и Донецкая республика. Вот если раньше было понятно, защищают от бандитов, то это сейчас как бы уже не рассматривается. Это, понимаете, вот как говорил летчик Титаренко, да, сбивать противника – это не наша заслуга, это наша обязанность. Вот. Защищать от бандитов, защищать, дать там свет, там прочее, организовать – это обязанность любого государства. А вот понять, что строится другая государственность, что здесь, на Донбассе, каждый может, закутавшись в этот желто-блакитный флаг, подойти и спросить что угодно, и он не будет убит тут же, как это происходит в Киеве. Вот это дает. Но люди этого не понимают. Почему? Ну, потому что была принята попытка маргинализировать не только извне, но и изнутри. С приходом Пушилина маргинализация Донецкой республики приобрела просто обвальный характер. Я говорил, что Пушилина можно использовать на благо Донецкой республики. Но, к сожалению, управленческих знаний и умений у патриотов, живущих в Донецке, оказалось недостаточным, чтобы блокировать его. А он маргинализирует.
Понимаете, это двойной удар. С одной стороны идет маргинализация Донецка и Луганска, а с другой стороны пресекается возможность эту маргинализацию пресечь, и исчезает информация о них на Запад. Понимаете? Соответственно этому какая-либо институализация Донецкой и Луганской республики резко затрудняется. Так что по выдавливанию и уходу шария видно согласованные действия Киева, прокиевских сил, а в Донецке можно конкретно говорить тех, кто подчиняется Пушилину, и Европы, для того, чтобы совместными усилиями маргинализировать Донецкую и Луганскую республики, для того, чтобы информация, которая бы помогла построить нормальные государства и воспринять общеукраинскую государственность, была пресечена, не поступала, и таким образом выполнился бы план по переводу всей Украины, в том числе и Донбасса, в колонию, работающую на Запад. Кстати, Запад не собирается ликвидировать бандеровцев. Для них бандеровцы в нужный момент будут снова спущены на Донбасс, чтобы резали и убивали. Так что проигрыш, к сожалению, серьезный. Ну вот частично вы упомянули, много вопросов пришло. Вас просят прокомментировать отставку Яценюка. Отставка Яценюка, здесь наблюдается двухходовка. Сразу зайти сюда Европа не может, но им нужно, первое, сбросить весь негатив от отставки Яценюка и создать подходы для того, чтобы ввести в управление людей, которые бы работали на Европу. Поэтому Порубий возглавил Раду. Вот, то есть специально создают саму ситуацию, чтобы эти люди долго не задержались на управлении, чтобы вместо них можно было ввести новых. Но они должны сейчас раскачаться. Вот это двухходовочка конкретно. А больше это как бы ничем не интересно. Единственное, то, о чем я говорил, это очень сложный управленческий маневр, потому что напряжение на Украине очень большое, и оно должно куда-то разрядиться. С точки зрения Киева оно должно разрядиться на Донбасс и на Крым. А с точки зрения Европы оно должно разрядиться против той киевской банды, которая сейчас управляет. То есть сами они снимут себя, вот, потому что вступать в конфронтацию с Россией для Европы сейчас смерти подобно. Поэтому, а то, что какие-то там эти бундийцы будут друг друга убивать и резать, это вообще это театр для Европы. Следующий вопрос задает Евгений Стармак. Валерий Викторович, в рамках саммита Организации исламского сотрудничества Эрдоган провел встречи с Лукашенко, Назарбаевым, Алиевым. И практически везде обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Это что? Ход по реанимированию отношений с Россией через посланников со стороны элит, либо очередная пощечина от так называемых союзников? Ни то, ни другое. Во-первых, Назарбаев там присутствовал вполне официально, и Назарбаев там работал, как бы к нему вообще претензий нет. Есть объект управления, есть фактор воздействия среды на объект управления. Он с этим фактором среды должен работать, просто обязан. А что касается Александра Григорьевича, который там присутствовал, так он же богаtovекторный. Он никогда не упустит возможности предать Россию, большую Россию, включающую Белоруссию, и на этом поиметь какой-то большой геноцид. Он ведь на что рассчитывал? Он так же, как и все, рассчитывал, что скоро будет государственный переворот. И Турция вернется на круги своя. То есть ресурсы из России пойдут в Турцию, а Турция будет укрепляться как убийца России. Ему нужно задружить, чтобы его не уничтожили вместе с Россией. Чтобы его оставили каким-то там царьком. Вот он и поехал туда договариваться.
Так что здесь единственное, что это поведение Лукашенко, так оно ни для кого не секрет. Ну кто не знает про боговекторность Александра Григорьевича? Так что все здесь как бы все очевидно. Вот. Следующий вопрос от Алексея из Дуйсбурга, Германия. Недавно немецкий журналист Ян Беннерман прочитал стих про Эрдогана на одном из немецких каналов, в котором он его высмеивает. После этого Эрдоган обратился к Ангеле Меркель, чтобы его наказали. После чего Меркель публично извинилась и сказала, что виновные будут наказаны. Насколько мне известно, свободу слова в Европе еще не отменили. Что это? Очередная победа Эрдогана? Теперь даже турки могут диктовать свои условия Германии. Вот есть такое предание, рассказывающее о том, что когда началась перестройка, пришли к Кагановичу, чтобы он как бы поддержал там переформатирование Советского Союза. Вот. Он сказал, что он этих всех реформаторов не поддерживать не будет, потому что они не понимают закона времени. Вот. А сейчас вот, был вопрос про Назарбаева и Лукашенко. И вот про действия Лукашенко и про прямую линию про Путина, выявившую полномасштабный заговор по совершению государственного переворота. Вот. То есть Лукашенко поехал в Турцию в расчете на этот заговор. А у них ничего не получается и не получится. Почему? А потому что ребята не понимают глобальной политики. Вот если бы Лукашенко хоть немного бы понимал глобальную политику, если бы он вот на это сообщение среагировал, что уголовное преследование против этого сатирика немецкого, который Беннермана. Да, Бемермана, вот, который как бы оскорбил там президента, да, Турции, он бы не поехал, он бы понял, что Эрдоган списан, он никто и звать его никак. Значит, в 1988 году мир сотряс скандал, связанный с публикацией сатанинских стихов Салмана Ружди. Так он оскорбил весь исламский мир. Он оскорбил пророка. Как вписалась Европа за него? Его сдали, его прятали, пошли на дипломатические скандалы. Там полностью конфликтовали, разорвали дипломатические связи, но его не сдали. Это один показатель. Сейчас у Европы цели изменились? Да ничуть. А если они будут поддерживать этого, кто называется, Эрдогана, то что им грозит? Будет внутренняя исламская оппозиция поддерживать европейских руководителей? Не будет. Значит, они себе копают яму? Да нет, не совсем так. Какая реакция поднялась в Европе по поводу того, что произошло? В Европе все стали категорически возмущены действиями Эрдогана и того, что он потребовал наказать. Вот смотрите, про кого только ничего не печатали. И про ту же Меркель, и карикатуры, и статьи. Вспомните, ее там изобразили Гитлером в Греции. Она подавала на кого-нибудь? В Европе есть определенный стереотип понимания, есть определенный стереотип поведения государственного деятеля. Вот есть такой исторический анекдот про Александра Третьего, о том, что некий солдат Орешкин напился в кабаке, и когда он там разбуянился, ему говорят: да как же так, ты там буянишь, да, а перед портретом государя-императора. А он говорит: да плевал я на вашего императора там и все прочее.
Ну, такие дела об оскорблении императорского величия всегда на утверждение отправлялось императору. И что резолюция Александра III? Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов по кабакам не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал. Это немножко, это кто называется, утрированный, это не совсем верно. Событие, в общем-то, произошло с Мещанином и при Николае Первом, но перенесли на Александра Третьего, и он не мог вообще его, потому что солдат совершил дисциплинарное наказание, и он здесь не мог его просто... Вот по этому поводу его бы наказали, а другое дело, что как среагировал. Вот, понимаете, то есть уровень, ниже которого не может опуститься государственный деятель. Опускаясь на этот уровень, он перед всем миром показывает, что он никто, и с ним уже не считается, и его можно размазывать. Эрдогану вот эту ловушечку предоставили, и он показал, чем отличается мещанин во дворянстве от государя. Он показал, что значит дорвавшийся до власти духанщик, не понимающий вообще ничего, и правитель страны. Понимаете, какая ситуация? Запущен, я уже давно сказал, сейчас из Эрдогана будут делать бесноватого, его будут показывать по всему миру, что он бесноватый и что с ним дело-то иметь нельзя, он ненормальный. А здесь Меркель, она, в общем-то, ради общего дела опять пожертвовала своим авторитетом. А дальше что происходит? Прямая линия с Путиным. Комментарий относительно Эрдогана нашей на радиостанции «Спутник» в Турции, и Турция тут же ее запрещает. МИД Франции говорит: да вы что делаете? Свобода слова! У вас что там творится-то? У вас сотни журналистов арестованы за оскорбление президента. Это что у вас за такой мнительный, с болезненным самомнением президент? У вас вообще там демократия есть? Он отстраивается. Его отстраивают везде. И в Европе, и в Турции. И вот на примере Азербайджана и Армении мы уже некоторые аспекты это показали. Там вообще Армения и Азербайджан надолго, и мы будем еще к этому делу возвращаться. Но в данной ситуации нужно понимать простую вещь. Эрдогана списывают, его маргинализируют, его выводят, что, понимаете, с ним неприлично общаться. Это никто, и звать его никак. Вокруг него создается пустота. И вот в эту пустоту, как бабочка на огонек, это мотылек ночной на огонек полетел Александр Григорьевич. То есть ему бы, но если не понимает, как управляется общество, не понимает, как управляется государство, если он вообще даже не знает таких слов, как глобальная политика, не то чтобы там ее осмыслить. Геополитику он, наверное, знает. Кто не копался из этих лидеров геополитики. Вот. А глобальную политику он не понимает. Он, естественно, полетел туда. Вопрос от Андрея Ниденса. В одном из выступлений, вопрос-ответ, вы произнесли такую фразу дословно, цитата: «Не личность делает историю, а исторический процесс выдвигает личности». Конец цитаты. Правильно ли я понимаю, что от личности самого Путина ничего не зависит? Значит, на его месте может быть и либерал Медведев? Значит ли это, что на месте Сталина мог быть и другой человек, и также успешно развивать Советский Союз? Но почему-то практика показывает другое, что все завоевание и достижения Сталина обнулил, придя к власти, Хрущев. И если исходить из вашей логики, то приход Хрущева был закономерен. И развал СССР был тоже закономерен, ведь не личности его развалили, а лишь исторический процесс. Я правильно вас понимаю? Абсолютно неправильно. Это какая-то каша, это какой-то калейдоскоп, склеенный просто невообразимым образом. И с этим делом надо очень и очень сильно разбираться. Дело в том, что развитие общества подразумевает выдвижение из своей среды лидеров, которые должны выполнить определенную роль в этом развитии. Была такая советская песня: «Время выбрало нас».
Что касается конкретного человека. Если человека, так скажем, устранить, то на его место придет другой, который выполнит эту историческую миссию, но при этом это будет несколько иной личностно окрашенный момент. Про это сказал наш государь Владимир Владимирович Путин. Он сказал: «Россия без меня проживет, я без России не проживу». Понимаете? То есть не было бы Путина, был бы другой Путин, но он бы был однозначно. Никакой Медведев ничего бы не заменило. Потому что общество требует Путина. Глобальный предиктор законы развития общества понимает. Поэтому для них и важно сохранить Путина. А вот утверждать о том, что Хрущев там мог бы заменить Сталина, да не мог он его никак заменить. Просто не мог. Потому что по этому времени требовалось именно Сталин. И пока Сталин работал, ничего они не могли. А вот дальше включается момент. Глобальный предиктор на протяжении тысячелетий пытается затормозить развитие общества. И поэтому, вот доски нет, нарисовать. Поэтому вот у общества наступает момент, когда создается информационная база для следующего движения. И вот в этот момент им очень важно поставить своего, чтобы он как можно больше обнулил, чтобы увел в сторону исторический процесс. Поэтому Хрущев не обнулил достижения Сталина и не мог обнулить. Он только чуть-чуть задержал развитие, но при этом его правление дало исторический опыт, который можно понять лишь по прошествии времени. Вот если человек мыслит категориями 100 и более лет, то для него приход Хрущева, он объективно закономерен, дающий необходимый опыт всему обществу для движения вперед. Потому что и приход Хрущева, и приход Брежнева дал обществу опыт управления социальными системами, которые общество теперь уже не допустит на самотек и не позволит реализовать никаким поставленным извне элитам. Общество в своем понимании процессов управления повысило свое знание. Вот. Но обнулить у всех, кто пытается переть против Бога, никогда ничего не получится. Вопрос только заключается в том, что общество всегда должно дорасти до своего лидера. Сталин опережал эпоху, Путин опережает эпоху. А что, у нас не ширится какое-нибудь антимайданное движение, скинуть Путина либо с либералистических точки зрения, либо с патриотической точки зрения. Патриоты, антимайдан. Мы ругаем Путина не за то, что он Путин, а за то, что он мало Путин. А то, что в результате этого будут разорваны управленческие связи, и общество впадет в кризис, этих ругающих за то, что Путин мало Путин, их вообще не волнует. Шашкой бы только порубить, помахать. Они не понимают управления, как осуществляется управление социальными суперсистемами. Должны люди дорасти, должны понимать, должно быть сформировано должен быть сформирован управленческий корпус из народа. Должен быть. Эти задачи должны быть решены. Должны. И эти задачи постепенно решаются, несмотря на сопротивление всей элиты, которая утверждает, что назначение их сынков и внуков – это и есть тот самый социальный лифт. Что сначала я управлял, а потом мой внук придет на это место. А вы как были быдло, так и будете. Это социальный лифт. Это кадровый лифт. Как? Я же ушел, внуку оставил. Или там сыну. Поэтому здесь с этим вопросом надо разбираться и разбираться. Еще раз говорю, отталкивайтесь от советской песни, которая там есть такие слова. Время выбрало нас. Там очень содержательная песня. Ну, это был последний вопрос. Ну что ж, раз это последний вопрос, то сейчас так или иначе на повестку дня просто в заключение вот Эрдогана затронули, и он там, кроме всего прочего, сказал о том, что необходимо провести реформу Совета Безопасности ООН. Вот.
Должен сказать, что, если кто помнит, то в августе прошлого года, 2015 года, Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, сказал о том, что Россия поддерживает заявки Индии и Бразилии на членство в Совете Безопасности ООН, то есть расширить ООН. А что означает введение Индии и Бразилии в состав членов Совета Безопасности ООН? Совет Безопасности ООН и вообще система ООН была сформирована на основе послевоенного мира, после Второй мировой войны, странами-победительницами. Смотрите. Россия, Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай. Теперь будут Россия, точнее Бразилия, Россия, Индия, Китай. Что это? О чем мы говорили? О том, что БРИКС является переходной формой к новой модели управления миром. И заявление Эрдогана надо рассматривать несколько шире. Эрдоган не самостоятельная фигура. Эрдоган сейчас мечется, и он пытается договориться со страновой элитой США, а здесь его, что называется, и погибель найдет. Заявление Эрдогана по реформированию Совета Безопасности ООН нужно рассматривать в полной увязке с событиями. В какой стране? В Бразилии, где сейчас страновая элита США достаточно успешно реализует маневр по импичменту президента. Там тоже майданутые прыгают, не понимая, что любой исход будет проведена Олимпиада или она будет сорвана, Олимпиада в Бразилии. Представляете, для Бразилии. Вот они сейчас попрыгали, да, а Олимпиада будет сорвана. Это Соединенные Штаты через это укрепляют свое доминирующее положение в мире, укрепляют, но не восстанавливают. Они очень много теряют, вот, и много не восстановят. Но Бразилия разрушается ускоренными темпами. Если же пришедшая на смену такого маневра очень и очень трудный, там просто процедуры очень серьезные, и проведут Олимпиаду, то это начнется, это будет этапом, после которого Бразилия все равно рухнет по украинскому сценарию. Там тоже домайданились. Так что в Бразилии это попытка страновой элиты США решить вопросы глобальной политики своими способами. Они не понимают, с кем начали играть таким способом. Для глобального предиктора Бразилия как таковая ничего не значит. Но ответка прилетит Соединенным Штатам значительно серьезнее, чем они начали вот эту игру. Поэтому вот этот импичмент, если сейчас глобальная элита в Соединенных Штатах не отыграет назад и даст реализоваться импичменту Дилмы Русефф, для Бразилии это будет майданизация и как война на Донбассе по полной программе. Зря они надеются. А уж Олимпиада для них накрывается с очень большой вероятностью в случае полномасштабного. Вот за это они прыгали. Вот этому они радуются. Ведь посмотрите, какая ситуация. Дилме Русефф предъявляют просто смешные обвинения, если рассматривать этот импичмент в сравнении с импичментом, который проводился, была попытка провести против Ельцина. Дилма Русефф не совершала государственного переворота. Она не расстреливала свой парламент из пушек. Вот. Но поскольку там нужно было провести, и все, кто был на содержании у Соединенных Штатов, дружно саботировали, изобразили этот импичмент. В
том числе и очень много сделала, чтобы импичмент был несостоявшимся, КПРФ. А в Бразилии все, кто голосовал против Дилмы Русефф, они просто заявили. Вот они выходили и говорили: я нахожусь на содержании у Соединенных Штатов, поэтому я выступаю за импичмент. Все. Как они там это клоунски обставляли, это уже дело десятое. Содержание всех выступлений было таково. И все, кто прыгал и радовался парламенту, этому импичменту, они просто-напросто приближают обрушение собственного государства. Вот. Соединенные Штаты это в любом случае не спасет. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Поэтому Бразилию постигнет ровно то, чего достоин этот народ. Но для того, чтобы понимать, вот как связаны вот такие события, нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, как управляется государство и как управляются эти государства с надгосударственного уровня, чтобы не вляпаться, как Александр Григорьевич Лукашенко. Вот. Нужно вот эти вот все вещи понимать. Знания эти есть только в концепции общественной безопасности, в достаточной общей теории управления. И осваивать их необходимо. Нужно самостоятельно читать толстые книги, осваивать. Нужно освоить эти знания, потому что они не могут... Вот если не освоили знания, то вы их применять не сможете, потому что это не ваши знания, это будет применять кто-то. А тот, кто будет применять, он будет применять их в интересах своих. Вот сейчас народу, что показала прямая линия, возвращаясь и завершая этим, народу показала прямая линия, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Народу нужно осваивать знания о том, как управлять социальной суперсистемой, и входить в управление, перехватывать это управление у недееспособной элиты, которая тем более народ свой воспринимает всего лишь как говорящий скот, который она может эксплуатировать как угодно для того, чтобы выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами. То есть все, что произошло и все, что выявило, повторю, выявила прямая линия, это существование полномасштабного заговора. Это не коррупция как таковая, это не разгильдяйство, не халатность. Это сознательное участие в полномасштабном заговоре по совершению государственного переворота. Если бы они в этом не участвовали, они бы не пошли на это. Они бы соблюдали существовавшие до этого правила поведения. А они все нарушили в надежде, что с них не спросят. Так вот, чтобы с них спросили, изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Будьте счастливы, защищайте интересы своей семьи, своего государства и вас самих. До свидания.